Vinogradinko Pictures, Golden Hands Production представляют зеркальная глазурь леопард. Да-да, я наконец-то смонтировала ролик о том, как сделать зеркальную глазурь с эффектом леопарда. В этом видео я покажу вам о том, как сделать такой эффект на зеркальной глазури. Приготовим с вами нейтральную глазурь для леопарда и расскажу, для чего еще она вам может пригодиться. И кто досмотрит это видео до конца, бонусом узнает еще один способ поиздеваться над тортом. Для того, чтобы приготовить зеркальную глазурь с эффектом леопарда, нам, конечно же, нужна зеркальная глазурь. Важный момент. В составе этой глазури обязательно должен быть или шоколад, или жирные сливки, или сгущенка. В общем, глазурь должна быть жирной. Рецепты зеркальной глазури уже есть у меня на канале. Один рецепт — это зеркальная глазурь на сгущенке, и второй — это шоколадная глазурь, в составе которой есть жирные сливки. Вы можете приготовить основную глазурь по одному из этих рецептов. Ссылки я оставлю в описании к видео. И вторая глазурь, которая нам понадобится, это нейтральная глазурь. Вот она на водной основе. За счет этого и получается эффект леопарда. Жир с водой не очень хотят смешиваться, и получаются вот такие красивые разводы на торте. Нейтральную глазурь вы можете купить готовую в кондитерских магазинах или приготовить дома. Сделать это довольно просто, сейчас покажу как. Соединяем вместе глюкозу, сахар и воду. Перемешиваем и ставим на плиту на средний огонь. Добавляем пектин к сахару и хорошо перемешиваем. Еще нам понадобится лимонная кислота. Помешиваем сироп и проверяем температуру. Когда температура будет 40 градусов, добавляем сахар, смешанный с пектином. Всыпаем и тут же очень быстро перемешиваем. Продолжаем варить на среднем огне и постоянно помешиваем венчиком. Доводим до кипения и добавляем лимонную кислоту. И кипятим на среднем огне примерно 3 минуты. Уберите с огня и дайте глазури немножко остыть, примерно 5-10 минут. Глазурь немного остыла и образовалась вот такая пленочка на поверхности. Сейчас я лопаткой немножко отодвину эту пленку и процежу глазурь через мелкое сито. Теперь глазурь нужно накрыть пленкой, так чтобы она прилегала к поверхности, и убрать в холодильник на 24 часа. Глазурь может храниться в холодильнике месяц-два, вы можете использовать ее по мере необходимости. Для приготовления смеси для леопарда возьмите 3 части нейтральной глазури и 1 часть воды. Добавьте пищевой краситель, я буду добавлять диоксид титана, белый краситель, и немножко серебристого кондурина. Теперь нужно пробить смесь блендером, чтобы краситель равномерно распределился. Сейчас цвет неоднородный, я его пробью блендером, и будет красивше. Нейтральную глазурь для леопарда нужно разогреть до температуры 70 градусов. Это можно сделать в микроволновке, я разогреваю на водяной бане. Для начала вы можете тренироваться делать леопарда на пироженках. Процесс такой же, как на торте, просто не так страшно. Сначала нанесите основную глазурь. Нейтральная глазурь уже разогрета до 70 градусов и стоит рядом. Затем возьмите спатулу и прогрейте ее горелкой, феном, или можно заранее ее поставить в кипяток. Нанесите немного нейтральной глазури на спатулу и проведите, легонько касаясь поверхности пирожных. Вот еще второй способ, как можно сделать а-ля леопард. Это можно нанести силиконовой кисточкой нейтральную глазурь. Вот такой получается эффект и вот такие пироженки.
Так, а теперь все по-взрослому. Будем леопардить торт. Я буду глазировать торт шоколадной глазурью, а леопард будет золотистого цвета. Для того, чтобы сделать такой цвет, добавьте в нейтральную глазурь немного желтого красителя и золотистый кондурин. Разогрейте до рабочей температуры основную и нейтральную глазурь, подготовьте спатулу и только после того, как убедитесь, что уже все готово, можно доставать торт из морозилки. Вылейте на торт основную глазурь. Возьмите спатулу, прогрейте ее и нанесите на нее немного нейтральной глазури. Я же сказала немного, а сама зачем-то нанесла много. Ну да ладно, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Проведите спатулой по поверхности торта, слегка касаясь, как будто вы смахиваете излишки глазури. Этот момент я очень подробно показывала в видео про зеркальную глазурь. Эффект, конечно, получился не такой, как я планировала, но кто скажет, что этот торт некрасивый, пусть первый бросит в меня шоколадным шаром. Предвижу ваши вопросы о том, можно ли приготовить эту нейтральную глазурь без пектина. Я попробовала сделать леопардовый эффект с глазурью на желатине. По-моему, вышло неплохо. Рецепт нейтральной глазури на желатине напишу на сайте. Ссылка будет в описании к видео. И еще один эксперимент с глазурью. Я покрыла торт шоколадной глазурью, сверху вылила золотистую нейтральную глазурь и решила подуть теплым воздухом на нее из краскопульта. Как видите, было весело. Но чтобы добавить еще больше веселья и острых ощущений, я погрела торт горелкой. Как думаете, какой вышел результат? Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, какой вышел торт, страшный или красивый. По-моему, в нем есть что-то загадочное и космическое. Но больше я так не делала, слишком экстремально. Думаю, что если попробовать то же самое, но только с феном на небольшой скорости, то будет не так страшно. А вообще прелесть леопардовой глазури в том, что даже если что-то пошло не по плану, она все равно будет выглядеть красиво и интересно. А уж если все сложилось идеально, то леопардовая глазурь уже сама по себе прекрасный декор для торта. Минимум каких-то украшений, и ваш торт выглядит просто как суперзвезда. Совсем забыла про нейтральную глазурь. Кроме леопарда, она вам пригодится для покрытия ягод и фруктов на тортах, чтобы они выглядели более аппетитно. Благодарю вас за просмотр, поздравляю с наступающим Новым годом. Как сказал классик, не ждите чудес, чудите сами. Ставьте лайк этому видео, если понравилось, подписывайтесь на канал и до встречи в новых фильмах!